Всем большой привет, меня зовут Анна, это мой канал Волшебные спицы с Анной. Сегодня мы с вами будем вязать вот такой классный жакетик. Вот он. Он идет с капюшончиком, вяжется сверху вниз, цельнокроено, только там мы с вами будем вывязывать вот это отверстие под волосики. Кстати, если кто не хочет, может этого не делать, я сейчас покажу вам вариант без отверстия этого. Вот, сразу вяжутся рукавчики, покажу вам, как вывязываются кармашки. Все можно делать без пуговичек, можно делать с пуговичками. Вот такой капюшончик, вот так смотрится кофточка. Вот здесь можно делать также разные узоры. Как видите, здесь у нас будет с вами провязываться вот такая коса. Вот есть еще такой же жакетик, только он связан с другой пряжей, видите, секционной. Если у вас, девочки, без волосиков, можно не вывязывать здесь отверстия. Вот так вот смотрится. Капюшончик снимается. И также можете делать на пуговичках или без пуговичек. Как нравится. Вот, но это именно жакетик, не пальтишко. В принципе, смотря какую пряжу вы выберете. Значит, эту кофточку я вязала с Ализе секционное окрашивание. Эта кофточка вязалась у меня тоже с Ализе Супервош, только это, как видите, однотонная. Здесь другой немножко коса вяжется, здесь вяжется другая коса. То есть здесь я вам расскажу, как в общем вязать данную кардиганчик. Вот, а уже, когда вы поймете суть, вы уже сможете связать разные варианты так, как вам нравится. Вот, по плотности вязания скажу, что я вяжу очень плотно, и у меня получается на 1 сантиметр идет 3 петли. Значит, пряжа, как я вам говорила уже, это Alize Superwash на 100 грамм идет 420 метров. Вот, ну, берите или пряжу по метражу такую же, как у данной пряжи, да, у Alize. Можете взять потолще, тогда будет у вас вот этот вот джемперок, это вот кардиганчик, он будет у вас побольше. В принципе, это как идет, как верхняя одежда. Если будет он балахонистый, ничего страшного. Даже будет лучше смотреться. Так что все. В принципе, все сказала. Спицы мы с вами берем двоечку. Если берете пряжу потолще, берите и спицы тоже побольше. Вот. Еще раз повторюсь, что у меня плотность, плотно вяжу я, у меня плотность идет на 1 сантиметр 3 петельки. Ну все, давайте приступим. Всем удачи! Так, нам с вами понадобится какая-нибудь ниточка, да, это будет у нас брасовая. Вот я взяла остаток немножко носочной пряжи, да, у меня основной цвет я беру однотонный. Ну и, конечно же, спицы. Спицы берем двоечку. Значит, пряжу я использую носочную. Здесь у меня на 100 грамм 400 метров. В принципе, вы можете идентичную какую-нибудь взять и уже сделать расчет свой. Значит, с чего мы начинаем? Мы на брасовую нить набираем 62 петли и вяжем несколько рядов. И встречаемся. Так, все, мы провязали несколько рядов на бросовую нитью. Сейчас подсоединяем основной цвет. Первую петельку также мы провязываем лицевой. Далее начинаем вязать уже нужный нам узор. Так, у нас будет 3 петли планки. Далее у нас будет 10 петель узора косы. Значит, как вяжем? Идет у нас изнаночная. Далее идет у нас 8 лицевых. 5, 6, 7, 8. Так, 2, 4, 6, 8. И изнаночная. Все, на этих 10 петлях у нас будет формироваться коса. Далее у нас идет 34 лицевых, которые будут все время вязаться
эти 34 петли лицевой гладью. Так. Вяжем до конца. Эту нитку, кстати, можно обрезать, она нам больше не нужна, чтобы не мешалась. Так, вяжем до последних 14 до 14 петель, которые у нас в конце останутся. На них будет у нас также расположен узор, коса и петли полки. Так, посмотрим, что у нас тут остается. Кромочная, 3 петельки планки, 2, 4, 6, 8, 10, 10. Так, еще у нас 2. То есть мы провязали вот 34 петли средние. Далее вяжем опять узор коса. Это у нас идет изнаночная. 8 лицевых. Изнаночная и 3 петли планки. Изнаночный ряд мы с вами провяжем самостоятельно и встретимся в третьем ряду. Третий ряд вяжем точно так же, и четвертый, это изнаночный ряд, вяжем по рисунку, то есть там, где лицевые лицевыми, а изнаночные изнаночными. И не забываем, что планку вяжем платочной вязкой. Значит, получается, что 1, 2, 3, 4 ряды у нас с вами будут одинаковые. Вот, а с 5 ряда мы начнем формировать с вами узор косы. 5 ряд у нас. Начинаем формировать узор косы. Первую, значит, снимаем петельку кромочной. Далее идет у нас 3 петли планки. Далее идет изнаночная, начинается узор косы. Первая петля в этом узоре изнаночная. Далее наша с вами задача перекрестить, значит, косу направо. Что я для этого делаю? Я не пользуюсь вспомогательной спицей. Если кому удобно, берите вспомогательную спицу и делайте перехлёст косы, да, поворот косы, как вам удобно. Значит, нам надо повернуть косу вправо. Что мы делаем? Значит, берем, вот так поддеваем 3-ю и 4-ю петельку. Далее снимаем 1-ю, 2-ю. Далее одеваем на вот эту нашу вспомогательную спицу 2-ю, 1-ю петлю. Вот. Далее возвращаем 4-ю, 3-ю петлю. И все эти 4 петельки провязываем просто лицевыми. Вот. Видите, да, коса у нас с вами повернулась направо. Далее, следующие 4 петли мы с вами должны поменять, повернуть налево. Что для этого делаем? Нам нужно снять 3-ю, 4-ю петлю, но не спереди, а сзади. Заводим спицу сзади. Вот 3-я, 4-я. Вот петельки. Снимаем, скидываем 2-ю и 1-ю. Вот так переносим ее. Далее 4-ю и 3-ю переносим вперед. И все 4 петельки провязываем лицевыми. Я думаю, что многие очень знают, как вязать косы. Это я такое сделала объяснение, если вдруг на канал попадет совсем-совсем новичок. Далее у нас получается 10-я петля, это изнаночная. А это все у нас замыкается узор косы. Далее, как я говорила, 34 петли всегда у нас вяжется лицевой гладью. Провязываем до конца ряда, до следующей нашей косы. Эти 34 петли. Таким образом.
И на тех 10 петлях, на следующих, мы также делаем узор косы. Точно так же делаем перекрест. Значит, дошли мы до узора косы и вяжем. Значит, первая петелька у нас изнаночная. Далее нам нужно на первых 4 петлях сделать косу с наклоном вправо. То есть опять-таки поддеваем 3-ю, 4-ю петлю за передние стеночки, скидываем 2-ю, 1-ю, возвращаем петли обратно на вспомогательную, вот эту на рабочую спицу 2-ю, 4-ю, 3-ю петли нанизываем на эту вспомогательную спицу и провязываем опять 4 петли обычными лицевыми. Следующие 4 петелечки нам с вами надо развернуть влево. Тут мы поддеваем 3-ю, 4-ю петлю за задние стенки, 2-ю и 1-ю мы снимаем просто и перекидываем 2-ю сначала, потом 1-ю одеваем. Возвращаем петли, которые мы сняли, в такой поочередности. 4-я сначала идет у нас, потом идет 3-я. И провязываем петельки все лицевыми. Вяжем изнаночную, 3 петельки планки, изнаночная. Далее изнаночный 6-й ряд мы вяжем по узору, то есть планку мы так и продолжаем вязать платочной вязкой. Здесь как видим, так и вяжем, то есть видим лицевой, вяжем лицевой. Все косы, естественно, вяжутся изнаночными, ну и здесь тоже идет у нас лицевая гладь, полностью вяжется изнаночными. То есть все, раппорт узора мы, в принципе, полностью провязали. Значит, следующее, 7-й, 8-й, 9-й и 10-й ряд вяжется аналогично 1-му, 2-му, 3-му и 4-му. То есть вот сейчас мы с вами провяжем, получается, 6-й ряд. Следующие, значит, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й мы вяжем чисто по узору. И далее опять с вами встретимся и еще раз сделаем, провяжем узор косы. Так у нас должно получиться. Вяжем с вами 11 ряд. Первую кромочную снимаем. Далее 3 петельки планки. Вяжем платочной вязкой. Так, изнаночная. Далее нам надо опять-таки на первых 4 спицах, ой, господи, петлях косу повернуть направо, на 5, 6, 7, 8 лицевой петле нам надо косу повернуть налево. То есть вот, чтобы вы не запутались, все время как бы коса будет у нас закручиваться в одну сторону. Это закручивается изнутри наружу, и это изнутри наружу, да, то есть это изнутри направо, это изнутри налево. Это такой вот простой ориентир для вас. Так, давайте закрутим ее, да, значит, поворачиваем косу направо. Вот так. Четыре потом лицевые. Далее следующий, значит, 5, 6, 7, 8. Здесь 8 петля. Опять поворачиваем сейчас косу налево. Петельки перекрестили. Опять провязываем лицевыми. Изнаночные. Вот такая косичка у нас с вами должна получаться. Далее 34 лицевых. То есть вяжем лицевой гладью.
Так, вяжем до следующей косы. Так, подходим. И опять не забываем, значит, первая петелечка перед косом идет изнаночная. Эта коса у нас смотрит вправо, эта коса смотрит влево. Повторяю, что как будто вы закручиваете изнутри наружу косичку. Первую косу закручиваем, перекрещиваем на первых 4 петлях с наклоном, вяжем направо. Вот. А вторую косичку мы перекручиваем, делаем наклон как бы влево. Изнаночная и 3 петли планки у нас. Ну и кромочной провязываем изнаночной, чтобы у нас вот такой красивый был краешек. Все, как видите, еще один раппорт мы провязали. Получается и здесь, и здесь. То есть обращайте внимание, чтобы косичка у нас вот именно выкладывалась таким образом, как будто бы она изнутри наружу, да, закручивается. Это получается у нас с вами 11 ряд, 12 мы вяжем по узору. Далее опять у нас идет 4 ряда по узору, то есть получается лицевой, изнаночный, лицевой, изнаночный. В 5-6 ряду опять-таки мы перекрещиваем косы. Таким образом у нас с вами коса перекрещивается каждый 5-й ряд. То есть вот вы перекрестили косу, вот сейчас вот как мы с вами сделали. Далее вяжете изнаночный ряд, потом опять 4 ряда уже идет по рисунку. В 5-6 опять вы делаете перекрест. Сейчас мы должны с вами провязать всего для глубины капюшона, да, для высоты капюшона 52 ряда. Мы уже с вами, считайте, провязали 11 рядов, будет 12, то есть осталось 30 рядов. Если кто-то хочет, чтобы капюшон был поглубже, да, вяжет больше рядов. В моем случае капюшон получается около 11 сантиметров. Вот, давайте провяжем, я думаю, это все самостоятельно, потому что здесь монотонно идет работа. Вот, и встретимся уже с вами тогда, когда провяжем 52 ряд. Провязали мы с вами 52 ряда, у кого как получилось. Значит, смотрите, у меня это 11 сантиметров. Вы не обращайте, пожалуйста, внимания на мой сантиметр. У меня, вон, видите, код погрыз начало, и у меня вот начинается сантиметров с 11. То есть, ну, тут считайте 1, 2, 3, 4. То есть, как я вам говорила, у меня капюшончик 11 сантиметров. В принципе, эта длина меня устраивает. Вот дальше на вот этом, на этой кофте я здесь не делала отверстие для волос. И если у вас куколки с коротенькими волосами, то в принципе можете и не делать. В этом жакетике я хочу сделать это отверстие. Как мы его будем делать? Мы закроем средние 10 петель. Значит, петли распределяем следующим образом. Значит, вяжем. Первая у нас кромочная, 3 петельки планки. Здесь у нас с вами получается идет коса. Косу мы на протяжении всего вязания вяжем вне зависимости уже от того, как там у нас будут распределяться дальше петли. То есть косу вяжете каждый 5-й ряд, вы ее перекрещиваете, да, как я говорила, наружу. Вот сейчас у меня получается, что мне надо перекрестить косу. Вяжем изнанкой. Дальше перекрещиваю косу направо. Так. Далее поворачиваю как бы косу налево.
петелька упала чуть-чуть тут у меня. Так, далее налево. И у нас дальше идет изнаночная. Так, среднее количество петель у нас 34. Значит, получается 10 петель мы будем закрывать. Да, это отверстие будем делать под волосы. И у нас остается с вами 24 петли. 24 мы делим пополам. Значит, наша задача провязать сначала 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот 12 петель мы провязали. Сейчас будем 10 закрывать. Закрываем обычным способом. Первую я снимаю, вторая лицевая и накидываем первую петлю на провязанную. Далее опять провязываем, накидываем. Это у нас получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Здесь у нас должно с вами остаться 12 петель лицевых. Считаем 2, 4, 6, 8, 10, 11 и это 12. Так, продолжаем вязать по рисунку. Тут у нас надо провязать 11 лицевых. Далее изнаночная. Опять в моем случае я перекрещиваю косу. Сейчас ее налево поворачиваем. Петельки поменяли и провязываем лицевой, изнаночная и петли планки. Так, в изнаночном ряду те петли, которые мы закрыли, мы будем прибавлять. Так, опять первая кромочная, вяжем 3 петли планки. Здесь идет у нас петли все по рисунку. Вот. Далее, когда мы уже доходим до нашего отверстия под волосики, здесь мы закрывали 10 петель, 10 петель мы и наберем. Так, набираем таким образом, вот как петлей. Значит, берем нитку, перекручиваем, накидываем. Ой. Это 1, 2. Да, понятно, вот так вот 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Подтягивайте ниточки обязательно. 9, чтобы было все плотненько. 9, 10, а то будут дырки большие. Все, дальше мы вяжем по узору опять. Подтяните первую петельку, чтобы плотно было. Все, и вяжем так до конца. Следующее, значит, что мы делаем? Лицевой и изнаночный ряд мы провяжем самостоятельно, просто лицевыми. И далее будем распределять уже петли реглана. Провязали мы с вами 2 ряда. Вот так у вас должно получиться. Сейчас начинаем вывязывать реглан.
Не забываем, да, что в процессе вязания эта коса у нас вяжется вне зависимости от того, какие у нас будут дальнейшие манипуляции. Так, как мы распределяем? Значит, первая петелечка у нас снимается, как кромочная. Далее вяжем 3 петли планки. Далее нам нужно будет наперед отделить 10 петель. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 петель планки. Не планки, господи, полочки. Далее у нас будет линия реглана вывязываться следующим образом. Берем за заднюю стеночку, вытягиваем одну петлю, потом делаем накид и потом за переднюю стеночку вторую петлю. Вот так у нас получается из одной как бы 3, да? Это у нас первая линия реглана. Дальше идет у нас 8 петелек рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять ввязываем линию реглана. За заднюю стеночку вытягиваем петлю, делаем накид и потом за переднюю стеночку. Вот таким образом. То есть у нас из одной как бы 3 получилось. Далее у нас спинка получается 14 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Опять идет линия реглана. Вводим спицу, захватываем заднюю стенку. Как вы видите, да, я вяжу правильными как бы петлями, да, классическими. Кто вяжет бабушкиными петлями, лучше это сделать вот так. За переднюю стенку, накид и потом за заднюю стенку. Вот, чтобы не было дырочек. Смотрите, ну, внимательно. Или же переверните петлю, вот такую, которая у вас, вот у вас как будто бы открыта она будет, у кого бабушкины. Просто вот таким образом. И сделайте линию реглана, как я вам говорю. За заднюю стеночку, накид, и потом переднюю стенку. Далее идет у нас 1, 2, 8 петель рукава. 1, 2, 3, 4. Так, стоп. Да, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Опять линия реглана. За заднюю стенку вытягиваем петельку, накид и за переднюю стеночку провязываем. Далее вяжем. Не забываем, что здесь мы вяжем как по узору. Все добавленные петли мы будем вязать изнаночными, да, так как они будут провязываться с изнанки. Далее у нас 10 петель нашего узора коса. Потом идет 3 петли планки и изнаночная. Давайте провяжем изнаночный ряд самостоятельно. Здесь добавленные петли вы просто вяжете изнаночной. Вот, ну, как по рисунку, как видите, так и вяжете. Встречаемся с вами в следующем ряду. Мы провязали с вами изнаночный ряд. Давайте еще раз провяжу с вами. Манипуляции, как говорится, действия все те же самые. Первая кромочная у нас, потом идет 3 петли планки. Сейчас надо нам перекрутить косу, если вы вяжете точно так же, как и я. Так. Эта коса у нас идет, как вы поняли, да, в переднюю планочку входит. Так как мы по линии реглана уже по одной петельке прибавили, да, на рукав и на планку, то получается, что нам надо провязать 11 петель. Смотрите, значит, у нас здесь узор коса на 10 петлях.
Далее вяжем лицевую, да, вот как я вам говорила, петлю, которую мы прибавляем, мы всегда вяжем лицевой, петли, которые вот здесь у нас прибавляются. Далее вяжем, опять-таки, вывязываем линию реглана. У нас тут будет линия, она не ярко выраженная, потом вы увидите, как получится необычно. Далее опять-таки делаем из 1 3. Делаем с задней стеночки, вытягиваем петлю, делаем накид, лицевая. Вот так. Далее прибавленные петли, как я вам сказала, вяжем лицевыми. Здесь у нас должно быть уже 10 петель рукава. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Опять вяжем из 1 3, вытягиваем за заднюю стеночкой, вытягиваем 1 петлю, делаем накид и потом с передней стеночки вот так делаем петельку. Опять у нас получается, мы вязали 14 лицевых, сейчас должно быть по спинке 16 лицевых. Вот. Опять делаем линию реглана, вывязываем, лицевая, накид, лицевая, из 1 3. Здесь у нас получается 10 петель рукава. Опять сделаем прибавку по линии реглана, вытягиваем 1 петлю, делаем накид и далее еще 1 петлю, из 1 3 вывязываем. 11 петель у нас дальше будет полочки передней, но тут нам надо, помните, да, каждый 5-й ряд перекрестить косу. Изнаночная, так, повернули косу вправо, далее влево, изнаночная и петли планки. Таким образом, нам всего в общей сложности нужно сделать такие расширения 9 раз. То есть по реглану прибавить петли 9 раз. 2 раза мы с вами уже прибавили. Нам с вами осталось сделать прибавки еще 7 раз. Я думаю, что это вы сможете сделать самостоятельно, тем более, что 2 раза я вам уже показала, как это делать. Петли по изнанке вяжем по рисунку. Не забываем каждый 6-й ряд перекрещивать косу. Если забыла вам, конечно, сказать, до вывязывания вот этого, да, отверстия для волосиков у меня здесь получилось, по-моему, 8 петель, 8 перекрестов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. То есть как раз мы тут закрывали и одновременно перекрест делали. Вот, то есть вот так вот 9. Если кто вяжет, как я, то делайте вот так, ориентируйтесь именно вот по этим косичкам. Вот, ну все, давайте прибавки сделаем по линии реглана и уже встретимся с вами и расскажу, как мы будем вязать дальше. Вот как у вас должно получиться. Вот такая вот симпатичная линия реглана. Я здесь уже отделила рукавчики. Забыла, что надо писать на камеру, но я вам расскажу, да, что надо дальше нам с вами сделать. Вот мы провязали, значит, сделали 9 прибавок по линии реглана. Вот, далее наша задача с вами разделить рукавчики и перед и полочки, да. Я убираю их на дополнительную нитку, как я всегда говорю. Далее мы будем уже вязать эти рукавчики отдельно по кругу. Вот, что мы для этого делаем. Значит, наперед мы оставляем кромочную, 3 петельки планки и 20 петель после планки. То есть всего здесь у нас получается 24 петли. Далее мы закрываем 27 петель для рукава, то есть снимаем их на бросовую нить. Далее у нас идет 32 петли спинки.
Далее опять 27 петель рукава. Здесь у нас получается 20 петель вот этого, господи, полочки, да, 3 петли планки и 1 кромочная. То есть вот здесь полочка тоже 24. Вот, все это мы сняли, провязываем, получается, сначала снимаем все, провязываем здесь с вами изнаночный ряд. Сейчас покажу. В изнаночном ряду мы все петельки вяжем по рисунку, планку, как обычно, да, платочной вязкой. И здесь, сейчас скажу вам, покажу, в конце ряда мы делаем первую петельку для пуговичек. У кого есть, ну вот, если кто хочет делать кнопки, может сделать кнопки. Смотрите, тут наши какие действия с изнаночной стороны. Вот тут у нас, видите, какое большое расстояние, как бы, да, получается. Первая петля, это получается планки, да, и первая петля спинки. Мы ее под рукавчиком провязываем в 2 вместе лицевой, дабы сократить вот это расстояние. Вот. Далее вяжем до следующего рукавчика. Тут тоже под рукавом, как первая петля планки, да, и последняя петля спинки. Сейчас вы ее тут не потеряете. Вот видите, да, где стык у нас получается, вот он. Мы также провяжем 2 вместе лицевой, ой, 2 вместе изнаночной, вот так вот. И далее вяжем по рисунку. Вяжем до конца ряда. Все разворачиваем. И здесь мы с вами будем делать первую петельку для пуговички. Лицевая, накид, 2 вместе с наклоном вправо. И далее мы вяжем по узору. Смотрите, значит, что мы начинаем делать здесь? Значит, продолжаем вязать узор косы, да, тут он всегда повторяется до самого конца. Сейчас мы будем вязать основное полотно. Вот, то есть мы сейчас с вами вот на этом этапе, мы соединили. Сейчас наша задача провязать до кармашков, да. Если вы не хотите вязать эти кармашки, вам они не нужны, просто вяжете просто обыкновенной лицевой гладью до конца и здесь делаете обработку платочной вязкой. Все, то есть на этом, как говорится, основное тело кардиганчика закончилось. Вот, кто хочет сделать вот такие, как провязные кармашки, да, со мной, то оставайтесь, вяжем дальше. Здесь у меня, видите, они таким образом связаны, пришиты. Вот, значит, что мы делаем? Мы с вами провязываем, сейчас я даже скажу, сколько точно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. То есть мы с вами провязываем так 18 рядов. 18 рядов и встретимся с вами в 19 ряду. И я вам покажу, как связать вот такие вот кармашки. У нас все провязано до карманчиков. У меня здесь получилось, как я говорила, 18 рядов. Вот, если кто хочет подлиннее, вяжите подлиннее. Значит, сейчас мы будем делать с вами разрезы для карманов. Вяжем. Первую снимаем как кромочная. Далее вяжем 3 петли планки. Далее идет у нас узор из кос.
он у нас в кармашек как бы, да, входить не будет. Изнаночная. У меня в данный момент мне нужно косички перекрутить. Напоминаю, да, первая у нас все время смотрит, закручивается в правую сторону, а вторая у нас все время закручивается в левую сторону. Далее идет изнаночная. Что мы делаем? Берем с вами или маркер, если у кого есть там большую булавку, и нам с вами нужно переснять, просто снять 10 петель и отложить их. Раз, два. Если кто хочет, чтобы карманчик был пошире, можете снять петель больше. Вот, но самый оптимальный вариант это 10 петельчик. 2, 4, 6, 7, 8, 9, вот так, 10. Все, 10 петелек я сняла. И здесь набираю 10 петель. Вот обыкновенным способом. Вот так. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все это мы убираем, просто, как говорится, забываем об этом. Самое главное, закройте, чтобы петельки не убежали. И все, вяжем дальше до следующих петель, которые нам нужно будет снять для кармашков. Тут у нас с вами идет лицевая гладь. Довязываем. То есть получается у нас до узора коса мы снимаем 10 петелек для вывязывания кармашков. Если вы сделаете там 15 петелек, ничего страшного, будет просто пошире карман. И глубину кармана надо будет просто подлиннее связать, как донышко. Так, ну, смотрим, сколько у нас тут. 2, 4, 6. О, я уже перевязала. Считаем 2, 4, 6, 8, 10. Все, вот эти 10 петелек также снимаем на булавочку. Тут, я думаю, дополнительные спицы будут неуместны, потому что вам будет просто неудобно вязать со всей этой конструкцией. Так, вот снимаем. На маркерок больше всего, ну, самый удобный вариант. Закрыли, чтобы петельки не убежали. И здесь набираем 10 петель. Если вы закрыли 15, соответственно, тут тоже 15 набираете. Сколько сняли петель, столько добираете. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так, далее вяжем узор косы. Ну, старайтесь подтянуть здесь петелечку. В моем случае у меня идут тут переплетения, как я говорила. У нас могут не совпадать вот эти переплетения, потому что кто-то, может, захотел подлиннее сделать, да, тело. Там, где я вам говорила. Кто-то, может, захотел покороче сделать.
мы просто, как говорится, суть. Главное понять суть, а смоделировать, я думаю, что каждый сможет. Так, изнаночная, петли планка. Так, что мы делаем в изнаночном ряду? Все вяжем по узору, а вот эти петельки, которые мы с вами набрали, мы вяжем лицевыми. Дабы на лицевой стороне у нас тут с вами получится такая изнаночная дорожка. Это будет у нас как будто бы ластовица, да, кармашка. Вот. Давайте провяжем самостоятельно этот ряд и встретимся с вами уже в лицевом ряду. Провязали мы с вами изнаночный ряд. Вот так у вас должно получиться. И смотрите, сейчас мы должны провязать еще один ряд лицевой и изнаночный следующим образом. Там, где у нас вот идет как будто манжета, да, кармашка, мы здесь провяжем изнаночными петлями и с изнаночной стороны провяжем лицевыми петлями. Остальное все вяжем по узору. Вот. Далее нам нужно будет с вами провязать еще 18 рядов в длину, да, уже чтобы у нас джемпер был длинненький. Вот, 18 рядов уже по узору. Не забываем вязать косу. И, конечно же, девочки, не забываем делать отверстия, да, для пуговичек. Вот в моем случае, в данном случае, я сделала первое отверстие не наверху, а в серединке, да, для того, чтобы шейка чуть-чуть была открыта, да, и был виден свитерочек, например, который мы с вами, да, оденем под эту кофточку. Вот, и делаем отверстия для пуговичек через каждый вот таких вот 9 полосочек, вот, изнаночных рядов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, вот 9. И я делаю отверстия. Вот, смотрите, считайте это все сами. После того, как вы провяжете 18 рядов в эту высоту, да, в длину, мы с вами должны будем провязать 8 рядов платочной вязкой. То есть каждый ряд мы будем вязать лицевыми петлями. И уже заключительный ряд, как закрыть изнаночными петлями, мы как раз, я подключусь и вам покажу. Потому что здесь уже идет монотонная работа. Я думаю, что с этим вы легко справитесь. Все, мы провязали с вами от, значит, кармашка 18 рядов, далее 8 рядов платочной вязкой. И сейчас нам нужно будет закрыть изнаночными петлями. Периодически приходят комментарии, как это сделать. В принципе, это очень легко. Мы закрываем как бы обычными лицевыми, а изнаночными это то же самое, только провязываем вместо лицевых изнаночные петли. Вот в чем только разница. Первую петельку я снимаю. Далее провязываю изнаночную, первую петлю накидываю. Опять изнаночная, накинули вот эту провязанную петлю. Изнаночная, накинули. Изнаночная, накинули. И так до конца ряда. У нас с вами такой получается краешек красивый, гармонично смотрится с полочкой. Вот. После того, как мы закроем полностью все эти петельки, я рекомендую вообще отпарить данное изделие, чтобы вот так вот не закручивалось у нас ничего, да, чтобы выровнялось, да, у нас полотно. И после того, как отпарим мы с изнаночной стороны, полотно чуть-чуть оно увеличится и станет помягче. Вот, как я уже говорила, да, вяжу я на двойке, и у меня очень плотное такое вязание, как вы видите, да, в принципе, все ровненько, красивенько получается. Вот, но я все равно изделие отпариваю, оно становится помягче. Давайте сделаем это, и далее перейдем на вязание рукавов. Вот отпаренное наше полотно, как смотрится. Как видите, все ровненько, красивенько. Когда будете отпаривать, вот эта часть планочки, она как бы немножко вот так вот, когда мы вяжем, она немножко соединяет, да, вот такой, как в гармошечку становится. Когда вы будете отпаривать, чуть-чуть растяните, да, бы оно вот так вот ровненько стало. Вот, все у нас красиво получается, все ровненько. Так, наша сейчас с вами задача начать вязать рукавчики. Рукава мы снимаем бросовую нить, естественно, да, нанизываем петельки и вяжем с вами
20 рядов. Но при этом нам надо будет вот здесь набрать 3 петельки. Как поднимать петельки есть во многих моих видео. Я думаю, что не стоит опять показывать. Берете просто, ну вот у меня тут остаточек остался. Берете просто дополнительную нить и не в эту петлю ближнюю, да, достаете петелечку, вытягиваете петелечку, а пониже, для того, чтобы было меньше дырочек. Это получается у нас с вами вот эта петелька, серединку берем и вот эту петельку. Давайте, я думаю, что это все справитесь вы самостоятельно, потому что не первый раз уже вяжете со мной. Вот, поднимаем здесь 3 петли, вяжем по кругу 20 рядов. Провязали мы с вами 20 рядов, и сейчас в 21 ряду мы с вами убавим произвольно 4 петельки. Хотите снизу убавляйте, хотите сверху. Я для себя такой алгоритм взяла: 4 лицевые, 2 вместе, 4 лицевые, 2 вместе. И так с этой же стороны 4 лицевые, 2 вместе. Давайте быстренько вместе это сделаем. Вяжем 4 лицевые, 2 вместе. Опять 4 лицевые, 2 вместе. Все, на этой спице мы уже 2 петельки убавили. Сейчас с этой стороны тоже. Если кому нравится широкий тут получается, да, чтобы рукавчик был ровный и широкий, то можете эти 4 петли не убавлять. Так тоже подойдет. Далее опять 4 лицевые, 2 вместе. Четыре лицевые, 2 вместе. Так, один ряд мы с вами убавок провязали. Следующий ряд мы начинаем вязать платочной вязкой. Что для этого делаем? Значит, сейчас у нас получается, мы будем вязать один ряд изнаночными петлями, второй ряд лицевыми, потом опять изнаночными и лицевыми, так как мы вяжем по кругу. Вот, и у нас с вами получится 4 ряда платочной вязки. После этого рукавчик мы закрываем изнаночными петлями. Точно так же вяжем второй рукав. И давайте все это сами сделаем самостоятельно. И встретимся уже, когда у нас будут 2 рукавчика готовы. Рукавчики у нас с вами готовы. Приступаем к вязанию кармашков. Что для этого делаем? Мы, значит, берем, переснимаем петельки. Я вообще все вот так делаю. На спицы. Вот, все, 10 петелек у нас на месте, да. Перетяните, чтобы у нас спица была здесь, да, чтобы рабочая спица у нас была в левой руке. Так, и присоединяем нитку. Нам нужно с вами в начале прибавить 1 петельку, и в конце будем вязать следующим образом. Значит, глубина карманчика тоже вы сами регулируете, но где-то 14-16 рядов. Будем смотреть уже по тому, как, ну, по глубине. Значит, первую снимаем петелечку, здесь добавляем нитку. Так, просто довязываем лицевой гладью до конца. Таким образом. Здесь 1 петельку прибавляем. Она у нас будет как бы кромочная. Не как бы, а кромочная. Разворачиваем вязание. Сейчас вывяжем чисто лицевой гладью. Эту петельку мы снимем, которую прибавили. Это у нас получается будет кромочная. Далее вяжем все петельки лицевой.
ой, все петельки изнанкой. Ну, и добавляем тоже одну петлю. Все, мы прибавили с двух краев по одной петле. Все, и сейчас мы вяжем просто лицевой гладью. Первую петельку мы снимаем. Ну, всегда, как первая петля у нас всегда кромочная. Первую петельку снимаем, последнюю мы провязываем изнаночной. И так во всех, получается, рядах. Нам надо с вами будет провязать, как я уже говорила, около 14 рядов. Провяжем 14 рядов глади и встретимся. Наш карманчик готов. Он вот так вот выглядит. Мы его, конечно же, заправляем вот так вот вовнутрь. Хорошо будет, если вы также эту детальку отпарите, чтобы выровнять, да, вот эти краешки, чтобы было легче нам с вами пришивать. Вот таким образом, если вы там все пришьете, будет у нас выглядеть кармашек. Вот так здесь. Здесь все так закроется и вот так пришьется. Аналогично второй кармашек вы уже, я думаю, свяжете самостоятельно. Нам осталось доделать капюшон. Значит, нам нужно снять вот эту брасовую нить. Но перед тем, как снять, нам необходимо вот эти все петельки, которые у нас здесь находятся, вот, ну, где мы вот вязали наше основное полотно, нам нужно переснять все на спицы. Ну, делаем таким образом, да, вот тут сразу, когда растягиваете полотно, видно, да, вот наша одна петелька, вторая петелька, третья петелька, четвертая петелька, вот это пятая и так далее. Вот, то есть берете вспомогательную, ну, вот спицу, на которой мы вязали, и переснимаете все петли. Вот, когда мы это все сделаем, я покажу вам, как мы будем это дело сшивать. Все, мы с вами перенесли все петельки, и сейчас мы с вами будем сшивать петля в петлю. Так, для этого нам нужно поделить данное количество петель пополам. У нас здесь с вами должно быть 62 петли. Если вы помните, вначале мы столько же и набирали. Значит, 62 петли мы делим пополам. Это будет у нас 31 петля. Так, отсчитываем. 2, 4, 6, 8, 10, 24, 8, 22, 4, 6, 8, 31. Вот. Просто разделяем вот так вот пополам. Вот так вот, таким образом делаем. Это у меня ниточка осталась, когда мы набирали, да, при наборе. Спицы вот таким образом ставим. И сейчас будем сшивать петля петлю. У меня вот такая вот иголочка. Видите, как приплюснутая лапка. Ей очень много лет. Я ее берегу, как зеницу ока. Мне ее очень удобно сшивать. Также можно другие иголочки. Вот такие вот есть, продаются с большим. Главное, чтобы было большое ушко, чтобы было нам удобно, вам удобно. И не сильно острый кончик. Давайте я постараюсь, конечно, вам объяснить. Но могу вам сказать так. Ну, это лично мое такое наблюдение, да. Пока вы сами алгоритм не поймете, как сшить петля петлю, то, не знаю, мне кажется, никакое объяснение не поможет. Вот. Самое главное, наблюдайте, как я это делаю. Вот. И впоследствии, я думаю, уже когда алгоритм поймаете, вы сможете сами это делать, как говорится, с закрытыми глазами. Возьмите ее достаточно длинной, да, вот я взяла где-то полметра нитки, и лучше пусть она останется, чем ее не хватит, как говорится. Ну и запомните, что когда мы начинаем сшивать, то мы всегда входим сверху, вот в первую петлю, сверху вниз. Да, еще хочу сказать, что я вяжу классическими петлями, и у меня все петельки, они как бы закрыты, как видите, да. Когда вяжут бабушкиными петлями, то петли все смотрятся вот таким образом. У меня все они закрыты.
И я, если честно, я не знаю, как будет сшиваться петля в петлю, если у вас петельки связаны, провязаны бабушкиным способом. Я не знаю, мне кажется, что они будут перекрещиваться, и будет здесь видно, да, что вы сшивали. Вот, я поэтому рекомендую просто взять их, переснять, просто вот так вот попереворачивать, видите, вот чтобы они были, вот это вот, получается, не так вот открыто, а чтобы вот переднее ушко у нас было впереди, а вот это вот, которая передняя, чтобы вот как бы петелечка, да, вот она у нас петелька, чтобы вот это ушко было впереди у нас вот так вот, а не так, как при бабушкиных, как я говорила, а не вот так вот. То есть нам надо все перевернуть вот так, таким образом. Ладно, давайте начнем. Значит, все время вы начинаете вязать, заходите, вводите иглу сверху вниз. Всегда, это всегда. Вот, подтягивайте. Так как у нас здесь ниточка получается не соединена, мы ее будем придерживать. Вот так, придержим. Далее мы всегда входим снизу вверх в петлю верхней спицы. Опять подтягиваем. И вот эта нитка, которая идет, она должна быть под спицей. Придерживаем. Далее мы вводим иглу в нижнюю петлю нижней спицы снизу вверх. И при этом эту петлю мы сбрасываем. И подтягиваем ниточку. Ниточку удерживаем ту. Вот так. Подтянули. Далее мы входим сверху вниз в первую петлю первой спицы. Также входим сверху вниз верхней спицы и при этом сбрасываем верхнюю петлю. Опять подтягиваем. Смотрим, чтобы нить была внизу у нас под спицей. Подтянули. Опять заходим в верхнюю петлю снизу. Так вот, подтянули. Далее заходим снизу в нижнюю петлю. И нижнюю петлю сбрасываем. Подтягиваем. Далее входим в нижнюю петлю сверху вниз. Подтягиваем. Входим также в верхнюю петлю сверху вниз, при этом верхнюю петлю сбрасываем. Опять-таки входим в следующее, потом после того, как мы сбросили верхнюю петлю, мы входим снизу вверх в верхнюю петлю. И далее снизу вверх в нижнюю петлю, и при этом мы ее сбрасываем. Вот. У нас сшивается, как видите, да, здесь вот оно. Нижнюю петлю мы сбросили, правильно? Смотрите, алгоритм так вот для себя немножко, если вы как, ну, поймете как бы для себя. И когда мы входим сверху вниз, то мы сбрасываем верхнюю петлю. Когда мы входим снизу вверх, наверху, то мы сбрасываем нижнюю петлю. Вот следующее, значит, мы входим сверху вниз в нижнюю петлю. Также делаем сверху вниз верхняя петля. И при этом мы входим и одновременно ее сбрасываем. Потом входим снизу вверх в верхней петли.
снизу вверх верхней петли и снизу вверх нижней петли, и при этом нижнюю сбрасываем. Я надеюсь, вам понятно. По-другому я не знаю, как больше объяснить. Давайте еще раз покажу несколько раз, как сделать. Алгоритм один и тот же. Сверху вниз нижняя петля. Сверху вниз верхняя петля, мы ее сбрасываем. Потом с верхней спицы идем снизу вверх. Входим. И снизу вверх в нижней петли входим и при этом нижнюю сбрасываем. Еще раз. Сверху вниз заходим. Если мы сбросили с нижней петли, то обязательно заходим сверху вниз. Сверху вниз заходим на нижней спице. Также повторяем сверху вниз на верхней спице. И при этом верхнюю мы сбрасываем петелечку. Наверху сбросили, наверху значит заходим. Сбросили верхнюю, значит заходим на верхнюю спицу снизу вверх. Снизу вверх. Подтягиваем. И также заходим снизу вверх на нижнюю спицу и нижнюю сбрасываем. Если мы заходим, как я говорила вам, да, снизу вверх, то нижнюю сбрасываем. Если мы заходим сверху вниз наверху, то мы верхнюю сбрасываем. Ну, девочки, я вот для себя алгоритм как бы запомнила. В вашем случае, если кто не умеет, просто механически, монотонно, просто смотрите, и руки у вас сами по себе запомнят. Давайте еще раз сделаю вам, покажу, и уже я думаю, что до конца смысла нет делать. Вы должны справиться самостоятельно. Если уже никак не можете, ну просто сшейте и все. Но я надеюсь, что у вас получится. У нас сейчас здесь мы зашли сверху вниз, подтянули. Здесь сейчас сверху вниз на верхней спице заходим, и верхнюю спицу мы сбрасываем. Так вот, подтягиваем. Сверху мы сбросили, значит мы сверху и должны зайти. Только мы заходим сейчас не сверху вниз, а снизу вверх. Вот, снизу вверх заходим. Я надеюсь, понятно, да? Не сверху вниз, не вот так заходим, а снизу вверх. Зашли снизу вверх на верхней спице. Также заходим снизу вверх на нижней спице. И так как мы на нижней заходим снизу, мы ее же и скидываем. Вот таким образом. Подтягиваем. Сильно не затягивайте, чтобы у нас вот тут не сильно стянутый верх был. Опять-таки заходим. Мы сбросили нижнюю спицу, нижнюю петелечку с нижней спицы. Значит, внизу скинули, значит, здесь заходим сверху вниз. Вот, заходим сверху вниз. И повторяем то же действие на верхней спице. Также заходим сверху вниз, но верхнюю петлю мы скидываем. Скидываем по очереди, получается, да? То нижнюю, то верхнюю. Вот как у нас получается, видите? Вот, петля в петлю сшивается, и ничего не топорщится, все красиво и ровненько. Я надеюсь, что у вас все получится. Пробуйте. Встретимся уже с вами, я думаю, уже в конце, когда уже все сошьем. Вот мы дошли до последней петельки. У нас вот так остается с вами, да? Мы просто вводим иголочку под вот эту петельку.
и выводим ее на изнаночную сторону. Все здесь можно будет закрепить, отрезаем. И на этом все. А вот такой вот у нас капюшончик получился. Нам с вами остается убрать все ниточки, и наш жакет готов. На этом мастер-класс мой заканчивается. Какие-нибудь будут, если вопросы по нему, пожалуйста, пишите в комментариях, я на них с удовольствием отвечу. Все, до следующих МК. Пока-пока.